мы начинаем с лыжной школы, точнее со сноуборд школы. Сегодня молодой юнит, джойнт и вообще лучший человек в мире будет учиться сноубордингу на этой прекрасной доске. Покажи доску. Вау, невероятно. Вот так вот. То есть Pink Style. Сегодня 31 декабря. Мы только что оплатили 4 часа обучения в сноуборд-школе. Завтра ноги будут просто отваливаться. А завтра мы уже заказали чан. Это будет просто невероятно. Это будет очень, кстати, место. Сегодня плюс 5 в Буковеле. Снег, на удивление, еще лежит. И надо срочно бежать кататься, пока он не растаял полностью. Катя учится ходить в сноубордических ботах. Мне кажется, я попала на Марс, и я иду по новой земле. Нога не сгинается. Это сноуборд. Это сноуборд. Вот мы с Саньком едем на долгую, короче, сегодня реально Новый год, 31 декабря. Новый год не виделись и думаем, давай хоть на Новый год. Хоть где-нибудь встретились. Что, какие впечатления за последние пару дней? Слушай, ну третий день здесь. Впечатление соу-соу, потому что погода нет. Погода не очень. Хотелось бы снежка на елках, там, на соснах. Так вообще нормально. Новый год. Так, вот мы, короче, пригнали на 15-й подъемник. Да, и тут ребята, короче, мутят Джонни Уокер движуху. 14-15. Покупаете 2 коктейля, третий в подарок, ну или там на попник, брелок, что-то такое. Да, ну нам это не надо, мы Нам это не серьезные, поэтому. Ну, Саня серьезный человек. Да. Ну, Young Hefter, все дела. И тут очень крутая панорама. Мы сейчас возьмем коктейли и пойдем лицезреть, пока туман полностью не опустился, я не съел эту движуху, ну очень круто. Тут такая тема, 10 коктейлей выпиваешь, не за раз, вообще за весь период, и тебе инструктором бесплатно. Тут когда не инструктора по коктейлям. По катанию. По катанию, я думал по коктейлю, он инструктирует. По коктейлях мы вам так сами. Я понял, нормальная тема. Дорогие друзья, живите, здравствуйте, чтобы все у вас было и ничего за это не было. Поехали. Первый день мощнейшей катухи закончен, доска просто яд. Короче, реально новая доска, это все-таки новая доска. А когда она не дешевая, прямо она реально все прощает, все, что можно. И это очень круто. Короче, вот как есть, реально кайфанул. Сзади рубит музло Атлас Уикенда. Движуха новогодняя, настроение хорошее, несмотря на то, что сейчас уже пошел в горах дождь. Ну-ка, быстро интервью. Класс. 4 часа катухи. Мне очень понравилось. Я бы еще сейчас покаталась бы, если честно. Вообще круто. Супер. Получилось что-нибудь? Да. Опа, опа, пошла крутиться. Ого. Ничего себе. Это было эпично. Ну, вот, в общем, такие вот дела. Первая катуха в жизни каждого человека на сноуборде — это вообще знаменательная тема и особенное время. Поэтому хорошо, что мы сейчас имеем возможность снять Катю и ее первые успехи. Хочу сказать, что самое главное — это перебороть свой страх. Когда ты его перебарываешь и держишь баланс, то все становится получаться. Я очень рада. Я полна сил и готова покорять снежные вершины. Сегодня на одну сноубордистку в нашей семье стало больше. Что было сложно? Да. Сложно держать баланс, и если у меня задний кант получается, то передний кант, получается, оно хуже, поэтому надо практиковать больше. Вот. Ехать спиной и, естественно, получается, задний и передний кант балансировать между собой. Но так я восхищена, вдохновлена и готова к новой победе. Так, мы приехали в Буковель, точнее в Татаров. Это город в 15 километрах от Буковеля. Вот, небольшой город. Мы сняли вот такой номер. Значит, это кухня-предбанник. Вот такой вот формат. И тут у нас следующая комната с такой крутой вот штукой, которая светится. Следующая комната
такой вот номер. И такая елка даже елка. Ну и уборная. Но самая большая фишка этих апартаментов в том, что они новые абсолютно. Мы первые, кто сюда заселились. И это круто. Мне очень нравится то, что все вот с такого резного дерева. Конечно, наверное, сгниет через пару лет, но какая разница. Мы сегодня здесь первые. Такие дела. Привет! Сегодня 1 января, сегодня уже 2021 год, и мы начинаем наш год, наш день с чана. Мы приехали в чан, Опришківський чан, якось так называется. В Татарове это чан номер 1, я так понимаю, один из самых лучших. Совершенно новая вся движуха. Пойдемте посмотрим, что у нас тут. Собственно говоря, сам чан офигенно пахнет. Накидали сюда всяких трав, веток, вообще бомба. Вот. Ну и купель с холодной водой. Тоже огонь, ракета. Вот такие у нас виды. Вид нереально крутой. Ну и ялыночка есть. Новый год должен начинаться максимально круто всегда, чтобы он так и продолжался. Температура воды на ощупь? Ну, вроде бы поприятнее, чем было очень горячо, но... Нет, сейчас приятно. Вау, какой релакс. Релакс, чане. Веточки всякие. Короче, такая вот тусовка. Чисто карпатский вариант отдыха. Всем здоровья. Ну и чанов побольше. Это реально, конечно, альтернатива бане, стопроцентная, но это другая немножко фишка. Чаны, короче, пытались поехать в Буковель, постояли 10 минут пробки, посмотрели, что еще надо стоять 5 километров 40 минут. И решили приехать в Яремчу. В Яремче есть прекраснейшее место с таким вот мостом, с невероятно крутыми видами и с крутым спотом для фоток. Мы сейчас идем туда, чтобы, короче, всю эту движуху прочувствовать. Да, нереально красивая Яремче. 1 января 21 год. Первый день Нового года. Легендарный мост. Катя, как тебе конструкция великая? Очень красиво. Я просто человек, который высоты не боится и вообще мало что боится в этой жизни. Это мне абсолютно нормально. Как тебе виды? Виды красивые. Единственное, что нет снега, но ощущение весны, еще не начавшейся ранее. И отсюда вид такой достаточно серый. А вот когда спускаешься ближе к реке, я уже Ярику говорила, был бы он рыбак с копьем, можно было бы на акварель наколоть и потом на мангальчике под вином делать. Ну, а мы тем временем пошли искать настоящий национальный суп. Не помню, как называется. Богрыч. Богрыч. А вот когда поднимаешься на Ипетры, тоже такие же точно запахи и по ощущениям похожи достаточно. Единственное, что здесь нет лошадей, естественно. И пока я не слышу запах баранины. Сделать одно маленькое наблюдение. Этого раньше вообще ничего не было. Все появилось, и благодаря конкуренции, конечно, цены стали реально ниже. Тот же кофе за 35 гривен в Буковеле еще год назад, но я лично не находил. Сейчас спокойно находишь, тут новые магазы. Короче, реально круто. И конкуренция решает. Борщ 180 гривен в хлебе. Ну это в хлебе, извините меня, это же необычный борщ. Поэтому как бы вышнивка 70 гривен, медовуха 80 гривен, бальзам, что-то там, відчуй смак Карпат 80 гривен 100 грамм. Нателла 75, нателла горихи 80. Выпечка 100, 120, 115. Такая вот елочка. Тоже очень мощная.
Сегодня 2 января, и мы вот встретились с Катей, с Сашей, и мы сейчас едем на сноутюбинге. Стоит удовольствие 75 гривен или $3, чуть меньше, $2,8. Такая движуха. Ты уже катался, Саша? Нет, это будет первый опыт. О, очки нормальные, Алиэкспресс. Ну, а вы что, готовы? Ну, такое. Ну, такое, ну посмотрим. Ну, Я ладно. очень хочу. Let's go. Операторы, максималочка. Чин-чин-чин-чин. Вот мы с Саньком поперли, короче, катос. Сейчас нормальный экшен будет. Ну, сейчас будет невероятный экшен. Подъем на сноутюбинг. Саня, он едет чуть-чуть впереди. Ну, такая, короче, нормальная развлекуха. Она, наверное, идеальна для детей. Для взрослых дядек все-таки на один разок. Но мы купили на 2 разка. Вот. Ну, нормал движ. Ну что, готов? Да. Немножко мандражируешь, да? Но я катался просто на маленькой горке. Ну да, тут горочка неплохая. Ну что? When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la. Прикольно? Офигенно. По взрослой шкале экстрима это где-то 2 из 10. По детской шкале экстрима это где-то 7, я думаю. Саня говорит, что в Драгобрате он катался на более движовой теме. На более дикарской. Ну и как? Да, ну бомба была, слушай. Мы там накатали так, что можно было и в лес улететь. Ну, там экстрим и на грани с опасностью. Ну давай, успехов, буду ловить тебя тут. Опа. О, у тебя две после тебя. Видела уже какие-то перчатки. Я не смотрела. Сегодня хочу показать, как мы вдвоем ездим в Буковель. Просто нас двое, чтобы вы понимали. То есть все забито вообще в окна. Висит все, миллиард вещей, в багажник не помещается. Учитесь как надо. Кого я встретил? Макс здесь. Вся катуха. Круто, когда куча друзей и знакомых, все в одной движухе. Заключительный день в Буке для нас. Сегодня 4 число. Мы уже выселились с отеля, приехали на склон. Мы нашли классную парковку. Она на самом деле тут давно, но никогда тут не был. В общем, прикол в том, что она стоит дешевле, чем паркинг. Отсюда реально быстрее будет выехать. Здесь не будет таких очередей. И ты сразу придешь на склон, сразу начинаешь кататься. Это реально круто и классно, особенно для новичков, если вы только набиваете скилл, вот как, грубо говоря, Катя. Ей как раз комфортно отсюда будет встать и сразу поехать, вот вспомнить немножечко свои навыки. Вот. Ну а для нас кататься дальше. Передаем всем привет. У Кати сегодня 3-й день в жизни на сноуборде, и она уже может спускаться и съезжать с подъемника сама. А ну-ка расскажи, поделись. Там на самом деле страшновато, и мне кажется, страх он блокирует больше всего. Для меня страшнее всего это спускаться с этого подъемника. Ну, я имею в виду сходить. Вот сейчас мы сидим, и чтобы сразу съехать. Вон Ярик осваивает пилотные навыки.
В общем, полетали на дроне. Первый опыт в горах сразу на Довгой. Вот, кстати, Катя на Довгой, нам надо сфоткаться. Очень красивая гора, очень красивый вид. Вид хороший, да? Да. Можно записывать новогоднее обращение. Нельзя расслабляться, я так скажу. Вот эти отдыхи это хорошо, но они расслабляют, и потом надо заново себя брать в руки. Тема очередей супер была актуальна 31, 1, 2. Сейчас, как видно, очередей уже меньше, но все равно на вечернее катание, на 2, 7 и на 1, естественно, есть. Также есть ночное катание на 14 подъемнике с 9 до 12 по цене 200 гривен.